Привет, друзья! Я Герман Авербух, и вы на канале Готовим с любовью. Сегодня мы будем готовить фаршированные кабачки. Итак, для этого блюда нам понадобятся круглые вот такие вот кабачки. Вот видите, какие у нас среднего размера. Вот, нам понадобится килограмма полтора говядины. Можно, конечно, использовать баранину, там кто что. Вот, я буду использовать говядину. Я буду использовать немножко курдючное сало. Вот. И нам понадобится, конечно, круглый рис. Нам понадобится его немного. Ну, давайте начинать. Сюда же в фарш я добавлю внутренность из кабачков. Вот то, что мы будем вычищать, вот, чтобы их не выбрасывать. Я думал, может быть, сделать из них кабачковую икру. Вот. А сейчас у меня появилась идея, может быть, вместо икры я просто эти кабачки, внутренность, добавлю в фарш. Проверим, что получится. Итак, нам нужно вычистить внутренности. Мы для этого будем использовать ложку. И вот так вот аккуратно. Конечно, если у вас есть специальный такой нож, который вычищает все изнутри, это было бы лучше. Вот, но у меня его не оказалось. Вот. Вычищать нужно аккуратно, для того, чтобы не поранить стенки. Вот так вот. Покажи. Да, видно хорошо? Угу. Да. Вот. Вот, это наша первая заготовочка. И также поступим со всеми остальными. Итак, внутренности кабачков мы тоже перемолим на мясорубке и смешаем его с нашим фаршем. Будем экспериментировать. Как вы видите, в кабачках очень много воды, поэтому думаю, что будет полезным это все отжать, вот, а саму мякоть добавим в фарш. Итак, специи. После того, как мы приготовили все наши ингредиенты для фарша, теперь немножко специй. Значит, я добавляю сюда соль. Я думаю, что на такое количество нам понадобится 1 столовая ложка без горки. Вот, я думаю, что этого нам будет достаточно. Из расчета примерно 1 ложку на килограмм. Да? Вот. Ну, учитывая то, что у нас тут кроме мяса есть еще и овощи, я думаю, этого хватит. Теперь черный перец. Черный перец, ну, примерно 2 чайные ложки. Вот. Обязательно куркума. Вот. Кумин. Кумин, это, кто не знает, это растертая зира. Поэтому это вот сколько вы любите, вот столько добавляйте. Я добавлю еще сухой базилик и сухую мяту. И все. Теперь все это замешиваем. Вот такой фарш у нас получился. Видите, какой он красивый. Вот. Вот такой вот. Теперь мы будем этим фаршем загружать наши кабачки. Так. Так, заполнять нужно не слишком много, потому что он еще рис разварится, и плюс мясо начнет, и оно будет еще расширяться. Вот, и ставим это обратно. Кстати, для этого блюда можно выбрать любую кастрюлю. Я решил использовать вот такую вот глубокую сковородку.
Вот. Если у вас есть такая глубокая сковородка, то можно после того, как его потушим на огне, можно также сделать это в духовке. Вот. Итак, мы поместили кабачки в нашу кастрюлю, сковородку глубокую, что у вас есть. Вот. Я делаю это все одним слоем, перчатка у меня порвалась. Вот. И я это буду, это, конечно, можно залить водой и немножко тушить это в воде. Вот. Но я для того, чтобы сам соус тоже был вкусный и приятно было им поливать, я это буду делать в томатах. У меня вот такие вот раздробленные томаты консервированные. Вот, видите, какой рассолчик. Вот. И добавок к этому я добавлю помидоры, которые идут кубиками. Смотрим. А нет, такие же. Вот. Вот. Все это вообще, конечно, можно это все сделать самому, выбрав хорошие помидоры. Но я думаю, купить консервированные намного дешевле, намного проще и сами помидоры намного спелее. Вот. Итак, мы это все заливаем. Так. Вот. Еще чуть-чуть. И добавим сюда воды. Зальем это все кипяточком. Вот так. Берем ложечка. Вот так вот. И кладем это все на тихий огонь, чтобы она у нас тушилась. Да, томилась, варилась, тушилась. Вот так вот. Но у нас еще осталось очень много фарша. Вот. Что же нам с ним сделать? Из него мы сделаем тефтели. Вот. У меня дети очень любят тефтели. Правда, жена им готовит тефтели из куриного мяса. А это будет говядина. Вот говядина с кабачком должна быть очень-очень мягкая. Так, посмотрим. Вот так вот. Сюда же заливаем горячую водичку. Вот, это у нас будет соус, в котором будет вариться тефтели. Вот. Разрушаем. Вот, видите, какой соус у нас получился. Теперь сделаем тефтели. Намочим руки и будем делать тефтельки. Прижимаем их. Вот. Итак, как только наш соус начинает подкипать, делаем вот такие вот маленькие тефтели. Вот. Ну, дети у меня любят маленькие. Я бы сделал, конечно, побольше. Вот. Но дети любят вот такие вот маленькие. Прижимаем их немножко. Вот. Итак, друзья, прошло 1,5 часа. Оба наших блюда томилось здесь в томатном соусе. Вот, давай посмотрим. Первое, это то, что мы сделали из того фарша, который у нас остался. Вот, мы сделали вот такие вот тефтели. Видите? Такие вот тефтели. И эти тефтели можно подать и к пасте, и спагетти, и гречки, и к пюре. Вот. А сам соус
Видите, какой он? Он будет подливок, да, подливкой, соусом. Вот, короче, это у нас первое блюдо. Вот, вот, это первое. А сейчас мы посмотрим, как получились наши кабачки. Я думаю, их можно выключить. Вот так вот. И будем пробовать. Видите, какое у нас блюдо получилось? Очень-очень красивое. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Соус. Вот. И будем его проверять. Так, проверяем. Во-первых, наш кабачок, как он у нас получился. Вот, кабачок, а это наше мяско. Вот, конечно, все это еще нужно обдать немножко зеленью. Я хочу базилик сухой, вот, и сухую мяту. Вот так. Вот так вот. А теперь пробуем. Теперь пробуем. Ну, неплохо. Соли надо добавить. Надо добавить соли. Солью я немножко не рассчитал, но, как говорится, соль лучше добавить, потому что убрать ее потом сложнее. Ну, как вы видите, во-первых, мясо у нас приготовилось. Да, это самое важное, потому что мяса здесь много, кусок большой мяса. Вот, вообще вкусно. Вот. Вообще в Израиле очень часто, когда делают, не очень часто, а всегда, когда делают фаршированные овощи, то мясо не используют, а используют много риса. Вот. А я люблю мясо. Вот мясо. Кабачок супер. Вот. Мясо тоже супер. Опять же, чувствуется и говядина, и вот немножко чувствуется курдюк. Да, мы же добавили курдюка. Все. Готовьте. Вот так оно выглядит. Вот такой вот у него соус. Итак, друзья, это был рецепт фаршированных кабачков и тефтелей в томатном соусе. Если вам понравился, ставьте лайк. Даже если не понравился, все равно ставьте лайк и напишите, что не понравилось. А я там уже что-нибудь исправлю, что-нибудь поделюсь. Вот, пишите комментарии. Мне очень важны ваши комментарии. Я их читаю, отвечаю. Вот. Все, до новых встреч. Всего доброго.